Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду готовить на обед постный борщ. Сын очень просил приготовить постный борщ с рыбой. Сначала готовлю зажарку. На сковороду наливаю примерно 3-4 столовые ложки подсолнечного масла, чтобы полностью покрыть дно сковороды. Кладу 150 грамм лука. Это одна луковица среднего размера. Лук я заранее нарезала кубиком. Добавляю через пресс 2 зубчика чеснока по вкусу и готовлю на среднем огне до полупрозрачности лука, периодически перемешивая. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю 120 грамм моркови. Это одна крупная морковь. Ее я натерла на крупной терке. Готовлю до золотистости моркови. Зажарку периодически перемешиваю, чтобы она не подгорела. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Добавляю 235 грамм свеклы, натертой на мелкой терке. Свеклы можете взять больше, до 400 грамм, если любите очень густой борщ. Добавляю 1,5 столовые ложки томатной пасты. Можно взять 2 столовые ложки. Хорошо перемешиваю и тушу под крышкой на медленном огне 10 минут до мягкости свеклы. Зажарку периодически перемешиваю. Добавляю пол чайной ложки черного молотого перца по вкусу. Зажарка готова. Снимаю сковороду с плиты. Объем моей кастрюли 3 литра. В кастрюле 2 литра воды. Я готовлю борщ на минеральной воде. На 3-литровую кастрюлю воды лучше взять 1,5 литра. Я лишнюю воду выливать не стала. Довожу воду до кипения. Кладу 300 грамм мелко нарезанной белокочанной капусты и варю под крышкой на среднем огне 10 минут. Добавляю 400 грамм картофеля. Его я нарезала кубиком. Перемешиваю и готовлю 15 минут. Воды у меня много, дальше буду готовить без крышки, чтобы вода выкипела. Если у вас воды меньше, то готовьте борщ под крышкой. Добавляю 3 лавровых листа. 250 грамм консервированной фасоли. У меня белая фасоль в томатном соусе. Можно использовать консервированную фасоль в собственном соку или использовать сырую красную фасоль. В этом случае сначала нужно отварить 1 стакан фасоли, а затем к ней добавлять остальные продукты. Добавляю 1 банку рыбной консервы. У меня сардины в томатном соусе. Их вес 240 грамм. Рыбу я предварительно размяла вилкой. Перемешиваю и добавляю зажарку. Снова перемешиваю и готовлю 15 минут. Добавляю пол столовой ложки соли по вкусу
и зелень, тоже по вкусу. У меня смесь укропа и петрушки. Хорошо перемешиваю, выключаю плиту, накрываю борщ крышкой и даю ему немного настояться. Вот такой постный борщ у меня получился. Мой папа готовил постный борщ с килькой в томате и с красной фасолью. Я в детстве любила есть папин постный борщ холодным. В магазине кильку я не нашла, впрочем, как и красную фасоль. И купила консервированную белую фасоль и сардины в томатном соусе. Конечно, этот постный борщ не такой, как готовил мой папа, но его тоже можно есть как в теплом, так и в холодном виде. Моему сыну борщ понравился. Он съел 2 тарелки борща сразу. Рецепт постного борща простой, из доступных продуктов. И так как фасоль я использовала консервированную, готовился борщ недолго. Борщ получился вкусным и полезным. Овощи и фасоль содержат клетчатку, необходимую для нашего организма, а рыба полезна для сердца и сосудов. Приготовьте на обед такой постный борщ с рыбой, он вам понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока.